Доброе утро, дорогие друзья! Меня зовут Сталик Ханкишиев. Это программа о вкусной и здоровой пище. Но настолько здоровую пищу мы сегодня с вами готовить не будем. Потому что сегодня у нас в программе шашлык. А для шашлыка, для первого шашлыка этого сезона я выбрал, пожалуй, что самое лучшее мясо – говяжью вырезку. Да не просто вырезку. Посмотрите, видите, как она потемнела? Дело в том, что эта вырезка провела в специальном, особом холодильнике для выдержки мяса целых 8 дней. Говяжья вырезка, даже сама по себе, без выдержки, отличное мясо для шашлыка. Очень мягкое, очень нежное. А когда она выдержана, делать с ней что-нибудь еще, просто грех. Однако я сегодня нарушу все правила и сделаю из вырезки то, что не позволил бы себе ни один профессиональный шеф-повар. Но мы кулинары, мы любители. Мы думаем не о прибыли, мы думаем только о вкусе и о наслаждении этим самым вкусом. Подсохшую верхнюю пленку мяса я срезаю на бульон. В бульоне она поведет себя отлично. А вот в шашлыке она мне ни к чему. Вообще вырезка – это и бефстроганов, это и стейки, это масса очень интересных блюд, которые я уже показывал в нашей программе неоднократно. Если вы пропустили, то вам прямой путь через вот этот QR-код, да в мои социальные сети. Ну вот и все. А у меня на столе осталось ровно то, с чем мы будем работать. Нарезаем мясо тонкими лентами. Вот раз полоса мяса, вот вторая. Режем третью. Пожалуй, что и достаточно. Но прежде чем работать с этим мясом дальше, его следует отбить. Однако отбиваю я мясо вовсе не для того, чтобы сделать его еще мягче. Это вырезка куда еще мягче. Мне необходимо получить куски мяса еще длиннее, еще шире и еще тоньше. Ну, полюбуйтесь. Красиво? Еще бы. Но это еще не все. Так мы должны поступить со всеми кусками мяса. Отбиваем и выкладываем на поднос. Весь поднос заполнился мясом, а оставшиеся места заполняю заплатками. Вот так. Красиво? Но это еще не все. Во-первых, соль. Мясо без соли вкусным быть не может. Солим мясо. Сверху соли немного перца, а также приправы, самые обычные. Зира и кориандр. Это шашлык вкусный, но вкусный он не из-за специй. А вкусным и нежным он получается из-за особого состояния мяса и из-за правильной жирности этого самого мяса. Но мясо выглядит довольно постным. Жир у этого бычка был, вот он, отличный. Но все-таки это достаточно тугоплавкий жир, который, если и будет готов, то только после того, как мясо уже пересохнет. У меня есть другое решение. Полюбуйтесь, вот как оно выглядит. А называется эта запчасть от бараньей туши сетка, либо сальник, а по-французски говорят крепин. Этой сеточкой перекладываем все мясо. Да, разумеется, это жир, но жира здесь совсем немного, и он очень тоненький. Французские повара используют его в качестве упаковки. Вот надо что-нибудь обернуть в жир. Пожалуйста, есть сеточка. У свиньи, у барана она достаточно тонкая. У говядины, к сожалению, она грубовата, слишком толстая. Эта сеточка, судя по всему, от совсем молоденького ягненка. Он еще и жир-то нагулять не успел, но тем не менее, нам именно такая и сгодится.
потому что настоящий жир, я имею в виду курдючное сало, мы добавим отдельно. Курдюк необходимо посолить особо. Вы же знаете, что самое вкусное сало – то, что правильно посолено. В нашем случае сальник сетка будет помогать удерживать разрозненные полосы мяса вместе. Он выступит в качестве арматуры. Аккуратно, очень аккуратно сворачиваем мясо в рулет. Рулет сверху я бы тоже посолил. Но и это еще не все. Теперь сальником необходимо обернуть весь рулет. Расправляйте, чтобы колбаса выглядела с самого начала очень красиво. Ну, как? А догадываетесь, что теперь необходимо сделать для того, чтобы эта колбаса, этот рулет, превратился в единое целое? Да-да, конечно, в холодильник. Можно даже в морозильник. Чтобы мясо в колбасе прихватило морозцем. Чтобы его можно было нарезать на ровные, аккуратные шайбочки. Очень часто мясо для шашлыка маринуют, а этот шашлык подмораживают. Культурный человек не должен питаться одним только мясом. У человека с развитой культурой еды на столе должен быть и хлеб, и овощи, и всевозможные приправы. Я предлагаю сейчас приготовить то, что послужит и гарниром, и как бы горячим салатом. Посмотрите, что у меня здесь собрано. Баклажаны, помидоры, несколько штук перцев, молодой лук, чесночок. Послушайте, все это настолько замечательные продукты, что они не требуют практически ничего. Разве что несколько капель хорошего растительного масла, щепотку соли и правильный огонь. Баклажаны пускай укладываются первыми. Я взял керамическую форму для запекания, хотя можно было бы взять и чугунную сковородку. Все получилось бы точно так же. Никто по вкусу не разберет, в чем это запекалось. А вот если не посолить, то, пожалуй, что каждый второй скажет: а где же соль? Подайте мне сюда соломку. Чесночок. Чеснок разрежем вот так. Когда он испечется, зубчики из него просто выдохнутся. Помидоры. Помидорки давайте разложим красиво, меж баклажанчиков. Зеленый перчик. Умеренно острый. Салат я готовлю, примерно на 8. Поэтому всего должно быть по 8. 8 ломтиков баклажана, 8 ломтиков острого перца, 8 ломтиков помидоров. Этот перчик красный, но не острый. Скажем так, сладкий. Хорошо, что у меня их есть парочка. Они небольшие. Разрежем каждый пополам. Ну, а эту красоту уж чисто для светофора. Но если я что-то и люблю по-настоящему, то это молодой лук. Вот такой, непременно с черенком. Ох, как это вкусно, если взять да разрезать его на 4 части, каждый. И внутрь каждой луковицы непременно соль. И чуть-чуть потереть. И пусть лежит вот здесь. Здесь ему самое место. Чем это можно украсить? Разве что еще одной капелькой масла. Понемножку, по чуть-чуть. Дело в том, что ароматы, как и краски, передаются именно через масло. Это все получится очень вкусно
если это блюдо поставить буквально на 15 минут в печку. И ровно через 15 минут будет готов. Не верите? Проверяйте! Вот она, колбасятина. Еще раз смотрите, не замерзла, но стала достаточно твердой. Теперь ее удобно нарезать. Какими кусками будем нарезать? Потолще или потоньше? А? Вам как нравится? Не красота? О-о-о, еще какая красота! А нарезать мы будем толщиной сантиметра по 2. Видали, да? Сколько там жира? А жира-то практически и нет. Так, ниточки, прожилки, буквально как в драгоценном мраморе. Да-да, товарищи, блюдо, которое у нас получается, фактически такого приличного ресторанного уровня. Только если бы я, упаси Господь, работал в ресторане, то подавал бы ровно по одному кусочку такого шашлыка. Знаете почему? Потому что второй будет иметь точно такой же вкус. Ничем не будет отличаться. А в ресторане, либо когда ко мне человек приходит в гости, очень хочется угостить и тем, и этим, и третьим. Понимаете, чтобы человек все попробовал. Вот этого куска вполне достаточно, чтобы напробоваться вот так. Вот я такой человек. Я один такой кусочек мяса съем, немножко овощей, кусочек хлеба, и я уже сыт. Ребята, еда – это наслаждение. Ребята, еда – это необходимость. Товарищи, еда – это еще и искусство. Но еда – это не спорт. То есть обжорство не является достоинством. Наивысшее из благодетелей – это умеренность. Умеренность во всем. Начинаем нанизывать шашлык на шампуры. Осторожно, чтобы не растерять форму. И чтобы форма не растеряла свое содержание. А содержимое у этой формы, можно сказать, драгоценное. Это жир, который сейчас вытопится. На 50% вытопится туда, в мангал. Мясо, особенно говядина, особенно вырезка, готовится очень быстро. А вот курдюк, я вам скажу, готовится немножко подольше. Но сейчас у нас мясо холодное, и оно нагреваться будет, может быть, на пару минут дольше. За это время курдюк как раз растопится как надо. Ну как? Красиво? А расчет какой? Смотрите, ведь я не считал, а вышло ровно 4 шампура по 4 московских кольца. Да, именно так называется этот мой шашлык, который я описал еще в первой книге, которая в свою очередь называется «Казан-мангал и другие мужские удовольствия». Ну что, пойдемте к мангалу получать удовольствие. Вот этого угля вполне достаточно. О, здесь столько угля, можно было бы приготовить в 3 раза больше шашлыка. Потому что угля много слишком не надо. Только уголь, прежде чем ставить на него шашлык, хорошо бы разбить, так чтобы угольки у нас были размером с грецкий орех. Этого достаточно. Только если уголь где-то не горит, обмахните, чтобы разгорелся. А потом необходимо подождать, чтобы уголь подернулся пеплом, как бы посидел. Я разложил уголь по периметру мангала, потому что мангал у меня особый, он очень энергоэффективный. Это термос, он не теряет тепло даром, все тепло направляется вверх. И я раскладываю так, чтобы жир из курдюка, если и капал, то ни в коем случае не в уголь, а промеж угля. Так он не вспыхнет. А то некоторые устроят пожар в мангале, а потом начинают тушить солью, водой, не знаю чем, огнетушителем. Сыпать соль на мангал примерно то же самое, что посыпать песком. Да? Песок тушит любое открытое пламя.
точно так же тушит огонь соль. Ровно по этим причинам. Соль не горючий материал. Тушите песком, уж если загорелось. Либо просто-напросто взяли и убрали шашлык там, где у вас нет угля. Поставить минутку, здесь все потухнет, жир сгорит и продолжай готовить. Ничего страшного. Когда переворачиваешь шашлык? Ровно тогда, когда зашкварчало. Зашкварчало мясо, значит, из него пошел сок. Посмотрите, переворачиваю, и все ровно так, как надо. Бока у шашлыка тоже не помешает прожарить как следует. А как у нас здесь? Все в порядке, но еще может постоять, правда? Иногда так получается, где-то жарит сильнее, где-то слабее. Ничего страшного, взяли и поменяли местами, время от времени. Иногда люди, готовя шашлык, неважно, вот такой или обычный, кусочками, слишком плотно укладывают шампуры на мангале. Это неправильно. Жар должен обтекать каждый кусочек мяса. И надо помнить, что шашлык жарится не в горячих потоках воздуха, а именно в инфракрасных лучах от углей. Когда мы укладываем шашлык очень плотно, тем самым снижаем интенсивность нагрева, скорость нагрева. А пожарить шашлык быстро очень важно, потому что нельзя давать пересыхать мясу. А мясо на мангале сохнет, будь здоров как. Оно очень сильно теряет в весе. Сравните, какими кольца были в сыром виде и какими они стали сейчас. Мясо сжимается, из него выходят соки. Эти соки и жир капают в уголь, и от этого поднимается дым. И именно этот дым и несет в себе тот самый запах, тот самый специфический вкус шашлыка. Кто-то говорит, вредный этот дым, вредный. Я вам расскажу, что вредно. Вредно кушать без настроения. Вредно кушать без приятного аппетита. А мы сейчас этот шашлык навернем с таким аппетитом, что ого-го! Калитки закрывайте. Шашлыка мало, на всех не хватит. Хватит жарить. Хватит. Если для хороших людей готовишь, долго шашлык не жарят. Не надо, чтобы мясо было пережаренным. Не надо, чтобы мясо получилось сухим. И не надо такие крупные куски мяса, а у нас практически это ж куски, не надо торопиться их нарезать. Пусть полежат, пусть постоят. Хорошо бы еще, чтобы под крышечкой. Но и без крышки ничего страшного. Самое главное, чтобы температура внутри кусков мяса уравнялась, чтобы соки внутри куска мяса успокоились, чтобы когда вы начинали резать, эти соки не вытекали наружу. Многие демонстрируют, ох, посмотри, какое сочное мясо, режут, там соки реками бегут. Не надо этого, не надо. У нас обед и без того очень сочный. Сочными могут быть овощи, а мясо, мясо должно быть вкусным и полезным. Вы полюбуйтесь, какая красота. Супер! Вот это гарнир к мясу, вот это салат, вот это витамины, а вот это все вместе. Очень хорошая, очень правильная, очень полезная еда. Вот теперь мясо постояло несколько минут, и самое время его попробовать. Разрежу один кусочек и покажу вам, каким оно получилось внутри. Хотите посмотреть? Вилочка прям проваливается внутрь кусочка мяса. Ну а как нож? Полюбуйтесь. Отлично. Полностью приготовленное мясо. Жарить еще дольше было бы преступлением. Но ввиду того, что внутри этого куска мяса есть достаточно жирка, и мало того, что это вырезка, да еще и выдержана, да еще и нарезана тонко, да еще и отбита. Ну какой она должна получиться? Да самый нежный, самый идеальный. Попробую. За ваше здоровье. Все, останавливаем съемку. Все, прекращаем. И каждый мужчина бегом на рынок и готовим шашлык по рецепту Сталика Хантишиева, который называется «Московское кольцо».
Дорогие друзья, если я что-то и сделал в своей жизни хорошее, то это кулинарные книги, которые я написал. Вот эти две занимали первые места на международных конкурсах, но дело даже не в этом. Когда их даешь кому-либо в руки, люди берут и говорят, дорого стоит, 1008 или 10. То есть люди оценивают их в 3 раза дороже, чем они стоят на самом деле. Но сегодня у меня для вас отличная новость. Скоро наступает летний сезон. Нужно будет готовить что? Шашлык. Для этого есть книжка «Мангал». Те, кто покупает книжку «Мангал» вместе с книгой «Казан», шикарная книга, между прочим, получают абсолютно уникальную книгу о марокканской кухне совершенно бесплатно. Знаете, что такое марокканская кухня? Кто полюбил узбекскую, кто полюбил азербайджанскую, тот полюбит и марокканскую. Потому что это как бы продолжение тех же самых блюд, только с абсолютно другим вкусом. Готовится очень просто. Готовится из тех же самых продуктов, из которых и мы в основном готовим, и с теми же самыми специями, что продаются у нас повсюду. Но получается что-то новое. А кулинария и есть наука о новых блюдах. Итак, «Мангал», книга «Казан», и вы получаете книгу «Таджин Кускус» о марокканской кухне. Совершенно бесплатно. Сама по себе эта книга стоит 3000 рублей. Но это еще не все. Вот здесь у меня есть книжка «Счастье кулинара». Во многом эта книга автобиографическая. Она о моем кулинарном становлении. Что я любил в детстве, что мы с супругой готовили в молодости, что мы любим готовить сейчас. Это книга о нашей семейной кухне. Но, разумеется, моя самая большая любовь – это плов. Итого, книга «Плов» и книга «Счастье кулинара». Кто покупает их вместе, получает книгу про марокканскую кухню опять бесплатно. Книги можно заказать с автографом. Вот эта книга нынче чемпион по продажам, потому что это самая новая книга, составленная по рецептам, которые вы выбрали. Вы смотрели эти рецепты больше всего в Ютубе, вы их чаще всего лайкали, вы чаще всего подписывали, просмотрев ролики с этими рецептами. 75 уникальных, самых вкусных рецептов вот здесь. Помимо этого, я хотел бы предложить вам очень интересную книгу о чеченской кухне. Эта книга так и называется «Кухня чеченского народа». Шикарный том. Опять-таки, что-то новенькое. Не то, что вы готовите всегда. Хотите развиваться дальше? Хотите узнавать что-то новое? Вот она. Книга о чеченской кухне. Кавказ, что может быть лучше? Лучше может быть только книга о баранине. Книга «Казан-баран» и моя самая первая книга, которая продается уже 17 лет. «Казан, мангал и другие мужские удовольствия». Так любит ее народ, что каждый год приходится допечатывать тиражи. К слову говоря, книга «Таджин Кускус» только кажется маленькой. На самом деле она чуть-чуть больше, чуть-чуть шире, чем книга «Казан-мангал». Вот она насколько больше. Вот она насколько шире. Точно такая же по толщине, отпечатанная на роскошной бумаге. Если кто-то захочет купить вот эти две книги, «Казан» и «Плов», разумеется, тому человеку я тоже подарю книгу «Таджин Кускус» совершенно бесплатно. А если кто-то захочет купить 3 книги о чеченской кухне, а так часто бывает, люди покупают сразу несколько книг, а потом просят меня: эту книгу подпиши для Сергея, эту книгу подпиши для Рустама, эту книгу подпиши для Бориса. И все, у этого человека решен вопрос с подарками. Итак, хотите ли вы купить что-то для себя, хотите ли вы купить что-то в подарок друзьям, всегда есть выбор. Одну книгу берете себе, одну книгу другу, третью получаете бесплатно. Заходите в мой магазин stalik.ru. Книги мы знаете, как упаковываем? Во-первых, картонная коробка. Во-вторых, обязательно пузырчатая пленка. И только потом пакетик, в котором вам эту книгу и доставят. Все книги доставляют в идеальном состоянии. Не помятые, не порванные, как это бывает очень часто, к сожалению, в маркетплейсах. Я поэтому и решил, что больше мои книги в маркетплейсах продаваться не будут. Эксклюзивный продавец моих книг – мой магазин, где все под моим контролем – stalik.ru.
Ссылка в описании.